Всем привет из столицы королевства Саудовская Аравия Эр-Рияда. Сейчас я нахожусь в финансовом центре столицы имени короля Абдаллы. И неспроста, ведь местные бизнес-центры – это прямое воплощение фразы «золотые горы». Саудовская Аравия – страна с колоссальными нефтяными доходами, которая относительно недавно открылась для внешнего мира. По примеру своего соседа, Эмиратов, саудиты пытаются направить эти деньги на развитие, в том числе привлекая иностранных специалистов и иностранный бизнес. Активно открываются свободные экономические зоны, районы для экспатов и IT-хабы. Как все это будет работать в королевстве, где еще вчера для открытия бизнеса необходимо было быть родственником или близким другом кого-то из шейхов? Мы решили посетить деловые районы Эр-Рияда, поговорить с экспертами и понять реальные перспективы для получения инвестиций и открытия дела в Саудовской Аравии. Как занять свое место под солнцем в этом финансово-инвестиционном раю, я расскажу подробно в этом выпуске. Добро пожаловать на канал «Бизнес без границ». Меня зовут Виталий Черяцев. Поехали! Комфортная и прогрессивная городская среда – это важное условие для работы международных компаний. В Риаде отлично это понимают. Прекрасный пример – многофункциональный деловой район Digital City, который поразил нас своей архитектурой. Современный офисный парк находится по соседству с жилыми зонами. Около 400 тысяч квадратных метров высококлассной жилой недвижимости уже ждут вас. Впрочем, пока в цифровом городе представлены в основном офисы саудовских корпораций. Здесь находится офис PIF. Это государственный фонд, капитализация которого в 2022 году составила $400 миллиардов США. По соседству офис мегакурорта на Красном море Red Sea Global, стоимость которого пока умалчивается. Вероятно, она будет неприлично огромной. Здесь же офис огромного парка развлечений Qiddiya, куда на данный момент инвестировали около $8 миллиардов США. И, конечно, удивительный NEOM ценой в $500 миллиардов. Сейчас NEOM строится в пустыне, и что-то мне подсказывает, что скоро нас ждет новый Дубай. А значит, новые возможности для бизнеса, туризма и инвестиций. Здесь будет реализовано очень много гига- и мегапроектов. Это город NEOM, это проект The Line. Причем это действительно все строится. Я месяц назад там был, и вы знаете, фантастическое впечатление, когда тысячи грузовиков просто проезжают мимо тебя нон-стопом туда-обратно. Ну, я такого не видел нигде. И это круглосуточно. Мы плавали на эти острова, которые сейчас застраиваются, и там будут стоять фешенебельные отели. То есть это какая-то фантастика, то, что происходит в NEOM. То, что касается других проектов, это тоже все реализуется. Поэтому, безусловно, здесь нехватка услуг, и в том числе, в первую очередь, строительных. И наш бизнес это понимает. Если бизнес укрепился в этой мысли, то тогда нужно просто набраться храбрости и действовать. Есть правила игры, и по этим правилам игры здесь ничего нельзя сделать через агентский договор. Ну, практически ничего. Поэтому нужно открывать компанию. Как? Это уже другой путь. Другой вопрос. С кем? Это уже тоже другой вопрос. Вы помогаете? Компания может встретиться с 10 предпринимателями, шейхами, посредниками, принцами. Ну, разный совершенно бывает уровень. И каждый из них, во-первых, рассказывает о том, что здесь происходит и что нужно. И наш бизнес воспринимает эту информацию. То есть это поверхностный анализ рынка. А во-вторых, создает ситуации выбора. Он понимает, с этим я пойду, с этим я не пойду. С этим не интересно, с этим интересно. И в-третьих, контактная база. Потому что бизнес российский может открыть компанию сам, как иностранный инвестор, через Министерство инвестиций, но все равно контакты нужны. Первый вывод, который можно сделать: Саудовская Аравия – это мега-перспективный рынок, но открыть тут бизнес без покровительства кого-то из местных задача не самая простая. Осталось выяснить, в каком статусе будет такое партнерство и какие конкретные шаги нужно сделать, чтобы легально вести предпринимательскую деятельность в Саудовской Аравии. Я бы назвала процесс инкорпорации компании в Саудовской Аравии больше именно процессом, а не проблемой. То есть надо запастись терпением, быть готовым к определенной последовательности действий. И говоря о личном присутствии, нет, прямой необходимости присутствовать лично акционеру, бизнесмену, general manager нет. В чем основное отличие, наверное, для бизнесменов, которые имеют опыт на территории Дубая? Если инкорпорация компании в Дубае, Мейнленд,
мы платим физ в одно окошко и действия совершаем практически в одном окошке. В случае с регистрацией компании в Саудовской Аравии этого нет, этого унифицированного процесса нет. И мы взаимодействуем с 11 министерствами в процессе инкорпорации компаний. 11 министерств звучит, в принципе, несложно. Это просто процесс, да. Это не rocket science, да, это немножко не настолько straightforward, может быть, но, тем не менее, это с опытом уже становится понятным процессом, и с формированием навыков, да, становится абсолютно doable. И, наверное, определяя понятие, можно ли экспату зарегистрировать компанию, я должна уточнить, что не так экспату, как бизнесу, как единицы можно зарегистрировать. То есть иностранному бизнесу, который где-то наверху принадлежит экспатам, европейцам, westerners, выходцам из русскоговорящих стран, абсолютно всем non-GCC nationals, да, абсолютно можно. Ну, с поправкой, конечно, на виды деятельности. Non-халяль виды деятельности не пройдут. Как правильно заметила Маргарита, процесс регистрации компании в Саудовской Аравии не кажется таким сложным, если разбить его на этапы. Вот вам пошаговая инструкция, как открыть юридическое лицо в Саудовской Аравии. Первый этап – это сбор и аналитика корпоративных документов. При этом документы обязательно должны быть аттестованы в королевстве. После сбора документов идем в профильное министерство, Министерство инвестиций, и подаем документы на регистрацию. Попутно получаем согласование от иных профильных министерств, к примеру, Министерства финансов. После получения лицензии оформляем резидентские визы, открываем банковский счет, и с этого момента юридическое лицо считается зарегистрированным, что позволяет вам официально вести коммерческую деятельность на территории Саудовской Аравии. Необходимо позаботиться о визе вашего генерального менеджера в случае, если он экспат. Если он не экспат, несколько легче, но с вероятностью 80% наши клиенты выбирают экспатов, потому что на самом деле вот есть тут такой небольшой подвох. В руках general manager в Саудовской Аравии концентрируется очень большая власть над бизнесом. Это и подписант по счету, это и человек, в руках которого, собственно, телефон, куда приходят OTP на все процессы, корпоративные процессы компании. Поэтому вот на текущий момент большинство нашей клиентской базы выбирают назначение скорее своих представителей в качестве general manager, и поэтому мы работаем над их резидентскими визами и камами. Вот. И дальше эту информацию об отработанной и полученной ИКАМе нужно сначала адаптировать к статусу multiple entry, потому что такой еще нюансик, можно по незнанию не доделать, к примеру, визу, а улетать по ней нельзя. Это было бы очень интересным опытом, да. Пока мы обсудили процессы, характерные скорее для состоявшегося бизнеса, открывающего в королевстве свои филиалы. Но как обстоят дела со стартапами, грантами и венчурными инвестициями? Давайте узнаем. А начнем мы с Национального научного центра города науки и технологий имени короля Абдул-Азиза. В основном инвестиции с национального фонда идут именно сюда, что и привлекает международных инвесторов и зарождает целую финансовую культуру поощрения науки и технологий. Центр активно сотрудничает с международными научными организациями и поддерживает инновационные компании в сфере науки и технологий. На территории города науки также есть отдельный стартап-хаб, или как его здесь еще называют, бизнес-инкубатор для инновационных компаний. Если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе. 2 месяца мы пытались добиться разрешения на съемку в бизнес-инкубаторе «Гараж». К сожалению, нам так и не удалось. Имейлы, ватсапы, звонки – все это работает здесь достаточно медленно. Но, надеюсь, в скором времени они с этим разберутся. Итак, бизнес-инкубатор «Гараж». Он, кстати, как и весь город науки, развивается при поддержке инвестиций из фонда PIF. И на сегодняшний день является наиболее прибыльной, потенциально прибыльной экономической зоной Саудовской Аравии.
Пойдемте внутрь, глянем, как там все, если нас, конечно, не выгонят. Свободные денежные средства, чистая прибыль и стоп, экзит. Все просто. Примерно вот такой офис вы сможете арендовать, будучи резидентом гаража. Спасибо за интервью. Расскажите, откуда вы? Я из Германии, из Берлина. Да. Как долго вы здесь живете? Я приехала на 10 недель. 10 недель? Да. Это не очень долго, да? Да, я приехала по программе акселератора, она длится 10 недель, и после этого я, конечно, собираюсь вернуться обратно. Хорошо. А что насчет вашего бизнеса? Мой проект — это мобильное приложение, которое помогает вытащить людей из социальных сетей, чтобы они чаще читали книги. Мне кажется, важно уяснить, что гараж — это просто место, в котором собирается комьюнити, а уже на территории гараж действуют различные бизнес-акселераторы, и уже эти акселераторы отвечают за менторство, за воркшопы, организацию обедов с участием инвесторов, за мероприятия и все в этом духе. Так мы получаем поддержку. А что насчет стоимости? Пришлось ли вам оплачивать использование местной инфраструктуры или аренду офиса? Нет, я ничего не плачу, как раз потому, что нахожусь тут по программе акселератора. Они арендовали это пространство, чтобы все эти стартапы могли тут находиться, поэтому мне не нужно ничего платить. А что происходит со стартапами, которые прилетают в эту страну? Я знаю, в Саудовской Аравии есть, я много раз слышал от предпринимателей, что есть система грантов, в частности для IT-стартапов. Вроде как достаточно несложно, можно получить на развитие бизнеса до $300 тысяч. Вот так. Сколько это правда? И что происходит в этом случае? Куда они идут и где они регистрируются? Вот тут есть некоторое несоответствие корпоративных регуляций и динамики венчурного инвестирования. Потому что corporate law и corporate legislation требует иностранные бизнесы уже быть установившимися и уже достаточно успешными, и как минимум быть старше 1 года и иметь прибыльную деятельность, что они проверяют на основании аудита, они просто верят на слово. То есть это требование законодательства. И мы и дальше него мы никуда не пойдем на текущий момент. И с другой стороны, есть достаточно динамичная, скажем так, venture capital community, которая находится в постоянном поиске стоящих идей на совершенно разных стадиях. Да, в итоге это выливается зачастую в joint ventures, совместные предприятия. Это иногда выливается в регистрацию компании сначала самими саудитами, да, некоторым юридическим лицом, потом со временем выделение определенного количества акций другому юридическому лицу за пределами, за которым стоит реальная команда разработчиков, либо фаундеры, либо идеологи стартапа. Как я знаю, IT-стартапы могут привлекать здесь инвестиции. Да. Вы уже пробовали? Да, я как раз сейчас занимаюсь поиском финансирования. Вы в процессе, да? Верно. Возможно, вы знаете тут кого-то, кто уже привлек инвестиции в свой проект. Да, конечно. Как думаете, таких людей много или нет? Да, я думаю, тут идет активная стартап-игра, так что некоторые проекты ищут инвесторов, некоторые уже закрывают раунды. А тут все находится в таком деловом потоке. Как вы, наверное, уже поняли, все сферы в городе науки развиваются при поддержке IT. Среди них много инновационных компаний, например, Центр геномики, компании, специализирующиеся на исследованиях в области биомедицины, нанотехнологий, космоса и аэронавтики.
Если вы решили стать частью этого мира будущего, то у вас есть все шансы, потому как Центр оказывает всестороннюю поддержку технологичным предпринимателям и инновационным компаниям. Что для этого нужно? Для начала надо подать заявку на одну из программ поддержки вашего бизнеса. При этом вы должны доказать, что идея проекта будет применима в области технологий, а также подчеркнуть конкурентное преимущество вашей компании по сравнению с другими кандидатами. Предоставить прототипы проекта, финансовый план на ведение бизнеса и информацию об управленческом опыте среди участников проекта. То есть нужно быть основательно готовым к полноценному питчингу. Кстати, а что про вот эти специальные зоны, которые, я знаю, они открыты в Саудовской Аравии? Есть индустриальные, есть айтишные зоны. Вообще, насколько развита вот эта вот экосистема? Не далее, чем в июне прошлого года было очень значимое мероприятие состоялось. Были открыты 4 Economic Cities на территории Саудовской Аравии, официальный опенинг. Но на текущий момент мы еще ожидаем фреймворкс, по которым они будут работать. То есть то, что прогнозируется, я думаю, что это в ближайшее время уже будет реализовано. То, что ожидается, это отсутствие саудизации на территории Economic Cities, это льготный налоговый корпоративный режим. Да, это требует определенных глубоких усилий. Думаю, это будет в итоге реализовано. А что с бизнес-нишами? Я вот хожу по городу, захожу в торговые центры, в рестораны, и в целом смотрю, как тут все устроено. И у меня вот такое ощущение, что здесь прям вот много таких ниш, где можно зарабатывать деньги. 20 миллионов местного населения. Страна открылась для инвесторов. Сюда все едут, новости постоянно читаю, что визы открывают, еще что-то, да, развивают вот эти зоны экономические. Какие ниши, по вашему мнению, наиболее востребованные, наиболее перспективные сейчас в бизнесе? Да. Рада, что вы это прочувствовали. Статистика развития тендерных соглашений, которые заключались на протяжении последних 3 лет. 2021 год 6 миллиардов, 2022 год 12 миллиардов, я округляю это с копейками, 2023 год 24 миллиарда. Что мы наблюдаем? Дабл. Ну, что это значит? Естественно, абсолютно вся global community знает о гигапроектах, они знают об Экспо, они знают о World Cup в Саудовской Аравии. Что это означает? Это означает construction boom, это означает создание инфраструктуры, и это означает финансовые потоки, которые рано или поздно, даже рано, будут растекаться в форме заказов в бизнесы, которые имеют продукт, которые имеют экспертизу. Количество, на секундочку, контрактов, которые были подписаны, общая стоимость контрактов, которые были подписаны на Cityscape, 4-дневном мероприятии, последний раз проведенном в сентябре 2023 года, 143 миллиарда сауди реалов. В Эр-Рияде находится главная и единственная фондовая биржа Саудовской Аравии Тадавул. Она считается самой крупной и наиболее ликвидной биржей ценных бумаг на всем арабском полуострове. Тадавул была основана в 1984 году с капитализацией всего в $1,5 миллиарда США, что не так уж и много для биржи. Основная цель ее создания было желание диверсифицировать экономику, потому как в то время она сильно зависела от нефтяных доходов. И нужно сказать, что им это удалось. В 2021 году капитализация уже составила $530 миллиардов. У биржи достаточно широкий рыночный спектр. Здесь зарегистрированы 198 компаний в сферах банковского дела, нефтехимической промышленности, энергетики и недвижимости. В 2019 году частью биржи стала компания Saudi Aramco, крупнейший в мире производитель нефти, что само собой значительно повысило стоимость Тадавул и ее влияние на мировом рынке. Кстати, индекс Тадавул в 2021 году достиг рекордно высокого уровня. Эксперты связывают это не только с ростом цены на нефть, но также с глобальными экономическими реформами, которые сейчас проходят в королевстве, что еще раз доказывает высокий потенциал Саудовской Аравии. В том же 2021 году Тадавул объявили о преобразовании биржи в структуру холдинговой компании.
Связано это с тем, что компания хочет усилить свои позиции в области технологических инноваций. Для этого в структуре холдинга была создана новая компания Wemit, нацеленная на развитие экономики через внедрение инновационных технологий и IT-проектов. Так, если условно IT-компания решила выходить на биржу через Тадавул, то это сразу многое говорит о бизнесе и позволяет привлечь необходимые инвестиции для развития проекта и роста компании. Таким образом, правительство поддерживает развитие IT-кластеров, а заодно и собственную экономику. Можно сделать вывод, что Эр-Риад подходит для инновационных проектов, в частности для проектов из IT-сферы, а также для инвесторов и предпринимателей. И точно, предприниматели смогут найти свое место на этом растущем рынке. Для этого создаются необходимые условия, инфраструктурные решения, такие как специальный налоговый режим, поддержка новых компаний, ну и инвестиции с Королевского фонда. К настоящему времени King Abdulaziz City смог поддержать 11 технологических инкубаторов и создать крупную национальную сеть бизнес-инкубаторов для поддержки и развития технологических компаний в государстве. Здесь регулярно проводятся мероприятия, встречи и конференции, которые способствуют созданию активной стартап-экосистемы, стимулируя обмен идеями и создание новых стартапов. А еще регион активно поддерживает университетские программы и исследования, развивая сотрудничество между университетами и промышленными компаниями. Таким образом, здесь создаются идеальные условия для роста инновационных проектов и притока новых квалифицированных кадров. В этом выпуске мы узнали о юридических тонкостях, налоговой системе, финансовом регулировании и в целом о потенциале для бизнеса в Саудовской Аравии. Страна находится на пике своего экономического развития и на пороге перемен. И эти перемены чувствуются везде, в первую очередь в умах людей. А мы знаем, что социальные перемены всегда ведут за собой экономические, а экономические перемены в хорошем смысле этого слова ведут возможности и потенциал для инвесторов и бизнесменов с разных стран. Поэтому прилетайте сюда, начинайте свою успешную бизнес-историю. Но помните, что в первую очередь лучше гораздо эффективнее и безопаснее проконсультироваться с юристом, бизнес-консультантом и только потом делать какие-то первые вложения и шаг в неизвестную, пока чужую для вас страну. С вами, как всегда, Виталий Черясов, видеопроект «Бизнес без границ». Остаемся на связи и до встречи в новых выпусках. Пока!